Всем привет, с вами как всегда я, Леха. Hardplay это канал, да. Знаете ли, голоса нет, думаю, вот закончится голосочек все-таки, пока говорю или нет. Потому что прямо сейчас вот с ребятами ворвались на сервак Lineage. Так, полминуты сбор! Ко мне, не подходите никогда ко мне, я не люблю, когда вокруг меня трутся. Стойте, не надо, не подходите, пацаны, не надо. И прям что-то меня прям туда вообще поглотило, засосало. Пошло-поехало, голос весь сорвал. Вот кто захочет в телеге в нашей, там все узнает, все увидит. Огромное спасибо всем, кто с нами. Значит, сегодня мы смотрим все, как вы любите. 10 самых страшных видео в мире. Новая подборка 15. Кстати, ссылочку на линягу я оставлю внизу в описании. Так же, как и оставлю ссылку на нашего оранжевого партнера. Все как всегда. Скоро Dota, скоро International. Там они разыгрывают 30 миллионов там фрибетов, 50 миллионов там самолетов, 60 миллионов еще чего-то. Потому что там бесконечные какие-то розыгрыши. Спасибо всем, кто заходит, регистрируется по ссылочке в первом закрепленном комментарии. Спасибо вам, господи, всем за поддержку. Обязательно вас в сентябре порадую заброшкой. Напоминаю всем. Так, ну а мы начинаем. Поехали. Ну, как говорится, давай, удиви. Женщина по имени Розанна лежит в постели, когда сейчас произойдет нечто тревожное. Она была напугана до такой степени, что, будучи парализованной от страха, она старается изо всех сил снять происходящее. И не зря. Съемка этого на камеру была бы лучшим доказательством, которое она имела до сих пор, дабы показать всем, что с ее квартирой что-то не так. Что-то не так с ее камерой и с ее телефоном. Постоянные вот эти пиксели, понимаешь? Все настолько стало странно, что она уже не чувствует безопасности дома. Смотрите на ее кота. Вот тут бы я уже напрягся. Почему? Потому что кот вряд ли будет симулировать это, во-первых. Во-вторых, у меня есть такой вариант, то, что за углом кто-то стоит и надрачивает этого кота конкретно. Киса, эй, дружочек. Тоже есть такой вариант. Розанна держит свою семью подальше от этого дома. Недавние события показывают почему. Это было заснято поздним вечером. Смотрите. А ну нахер, что-то мне уже стрёмно становится. Хорош ты чё, мать? Розанна как-то пипита, педрит. Прекращай, пожалуйста. Испанский. Сквозняк. Сквозняк, нормально все. Теперь Розанна заявляет, что в этот момент она увидела темную фигуру, появившуюся прямо за дверью. Вскоре после того она начала терять сознание. Все происходящее довольно странно. Что же происходит у нее дома? Если честно, немного жуткий такой сюжет. Наверное, объяснить можно, но такое себе. Это видео, где произошло нечто весьма... Комментарии напишите внизу, да, к ролику, потому что что-то странно как-то. Немного напрягает. Необычное. Да. Это произошло возле чьего-то дома вечером. Те, кто здесь живет, к счастью, поймали это событие с помощью записи с камеры видеонаблюдения. Да. Само видео является лишь одной из причин, почему соседи обеспокоены тем, что здесь произошло. Кого-то отправили даже в больницу. Все были в ужасе. Вот что было заснято.
Зачем вы в чате написали слово торпеда? Вот скажите мне, вы видите то, что стример, он же культурный человек, он же, ну, зачем вы написали слово торпеда и как, вот, как мне на это отреагировать? Просто, ну, ну, Сразу после того, как его что-то вырубило, два человека что-то, чтобы так вырубило, это должна такая бимба там из коридора была прилететь. Это вообще что? Чтобы с такой скоростью вылететь, это что должно случиться? предположительно друзья, У него сила инерции, там, я не знаю, с какой у него, какую ему скорость задали. приходит на помощь, как и собака, которая почему-то направляется к месту, где неизвестный объект откуда-то вылетел. Некоторые предполагают, что собака что-то там видела. Летающий объект, кажется, так сильно ударяет мужчину, что тот вылетает из дома. Да нет, с мужчиной все в порядке, но он не помнит, что с ним произошло. Удар был Всё очень в порядке? сильным. Что это было и что произошло, до Всё сих в пор никто не порядке? понял. В порядке. В следующем видео медсестра, работающая в больнице, решает войти в комнату, где многие врачи и медсестры боятся находиться. Эта комната расположена на этаже. Здесь идешь, поскользнешься, весь попереломаешься. Чувак вылетел, как пожилая торпеда. Вообще, просто все в порядке, все нормально. Который, по слухам, населен привидениями. Неизвестно, верны ли эти слухи, но, судя по всему, после того, что было заснято, возможно, на этом этаже Слышалось? расположено на этаже, который, по слухам, населен привидениями. Неизвестно, верны ли эти слухи, но, судя по всему, после того, что было заснято, Вы слышите этот звук? неизвестно, верны ли эти слухи, но, судя по всему, после того, что было заснято, Гриша, чего? Миша, Гриша, Миша, Гриша. Я не пойму, я один это слышу, я с ума схожу или что? Жим. возможно, на этом этаже происходит что-то действительно странное. Гриша там происходит. Медсестра посещает указанный этаж. На этом этаже есть потайная комната, которая заблокирована. Девушка решает войти в эту комнату. Потайная комната. Доступ который она получила, попросив охранника. Она даже не подозревала, что это была плохая идея. Вот что произошло. Ну что? So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm gonna show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door, behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm gonna go inside. Feels good. Это происходит быстро, но если вы пропустили, Чего? смотрите внимательно. Ну-ка, сейчас, секунду, я покадрово посмотрю. У меня ощущение, что вот здесь наложение есть. Вот, смотри, раз. Хотя... Да не, хорош, ничего там такого нет. Да нет. Теперь Не, понятно, там, почему медсестра быстро закрыла Как всегда, 144 камеры, ни один пиксель нет. дверь. Она попятилась назад, увидев, что что-то выглядит как лицо, смотрящее на нее. Что-то выглядит, что, нельзя с собой фонарик взять? Бестелесная голова смотрит. и не Бестелесная двигается. голова, да, не двигается, да. Прям вот голова, да. Вижу. Ага. Еще в 2015 Не году верю. Кэндис Шляпа. и ее муж провели ночь на Хэллоуина в настоящей заброшенной тюрьме с темной историей. Кэндис говорит, что всю ночь ей казалось, что кто-то Вот запомните. Запомните вот раз и навсегда. Вот я вам говорил, чего я боюсь на заброшках. Говорил то, что это вот темные коридоры, еще что-то. Знаете, где я их больше всего боюсь? Вот в таких местах. Мы, слава богу, пока что туда, в такие места не ходили. Везде, где люди либо уходили в мир иной, это первое, тюрьма, больницы, морги. То, что все, что вот связано вот с этим, вот это вот может иметь фантомную память.
Это могут слышаться голоса, могут слышаться, видеться какие-то вещи. Это вообще забейте. Это просто, это вот для меня это очень страшно. Особенно если будут вот эти вот ссаные длинные коридоры. Это очень стрёмно. Вот, ну, просто это мое личное мнение. Поэтому вот попомните мои слова. Если когда-нибудь я попаду вот в какую-нибудь такую локацию, это самое-самое-самое-самое страшное, что может быть. Для меня, опять же. Кто-то наблюдает за ней. Кладбище — открытое пространство. Мне там не так стрёмно. Здесь все равно более закрытое пространство. Здесь больше звуков, больше всяких шорохов, эхо, еще что-то. Тут такое. И с той ночи в доме Кэндис происходят странные вещи. Теперь она считает, что за ней могло последовать в дом злонамеренное существо из заброшенной тюрьмы. Существо всеми способами пытается навредить Кэндис и ее семье. Свет мигает по ночам, пока Кэндис и ее муж спят. Двери в доме открываются и закрываются сами по себе. Но самое страшное, существо начинает агрессивно бросать предметы в Кэндис. И такое происходит каждый день. Кажется, что сущность Бестолочь принесла с собой подарок. Кто понял, тот понял. хочет серьезно навредить. Кэндис просыпается от Не верю. На шляпу похоже что-то какую-то. Не верю. болезненных приступов, как будто невидимая сила грубо хватает и тянет ее. Однажды ночью Кэндис и ее муж засыпают, смотря телевизор на диване. Пока пара спит, камера видеонаблюдения запечатляет что-то абсолютно ужасающее. Не верю. Неестественно поднимает. О, точнее, вполне естественно. То есть ничего нет такого. Мне кажется, мужик с бабой просто угорают конкретно. А вот к этому у меня уже возникают вопросы. А вот это вот уже немного странно. Даже если она какая-нибудь гимнастка, что не скажешь по ней, хотя вполне возможно какая-нибудь бывшая, но вот это вот немного странно. Очень странно. Кажется, что нога Кэндис Не-не-не, вы что, ребят, так не выгнуть ногу? Если только она не какая-нибудь там, я не знаю, где-то травмировала ее когда-то, вы что? схвачена и болезненно выкручена невидимой Смотри. Вот здесь ее прям тянут. формой. Она просыпается в панике и кричит о помощи, но все, что муж смог, это оттянуть ногу назад. Бедная Кэндис в истерике и рыдает от страха. Ну, эмоция это эмоция, а вот то, что На так этих нога кадрах выгнулась. наступает ночь, когда Тоже интересно, что в комментах напишите такое. Под вопросом. радионяня в детской кроватке фиксирует что-то, от чего родители ребенка начали беспокоиться. Еще хуже то, что после этого инцидента их старший ребенок, который был всего на год старше, сделал это. Прежде чем показать вам произошедшее, стоит отметить, что за ними присматривал родственник, которая записала весь инцидент. То, что будет происходить дальше, заставило их переехать в другой дом. Шай-шай. Шаин. Я бы обосрался нахер, я вам серьезно говорю. Вот это очень это страшно. Маленькие дети, еще раз говорю, а с ними не договоришься, ничего вот такого, тем более возраста. И они, ну, я верю в то, что что-то они видят. Я вам давно это говорю, я верю. Когда они стоят, улыбаются, руки тянут, там типа... Шаин. Руки тянет.
После просмотра бесчисленных записей с радионяни в кроватке их младшего ребенка, одно видео привлекло их внимание. Смотрите. Ой, твою мать, ты чё, гонишь, что ли? Это чё такое? Привлекло внимание родителей? Нечто странное. Если бы я такое увидел в радионяню, я бы сменил дом, улицу, город, страну, континент, планету, галактику. Я бы сменил все. Вы что, это у меня бы фляга свистнула сразу. Это та причина, среди прочего, в том, что семья переехала из этого дома в другой. Они верят, что был пойман дух или... Это очень странно. На тень это не похоже. Если бы так проходила тень, тем более таких размеров, то попала бы тень и на него, потому что свет идет с нашей стороны. Вот это странный момент. Но здесь, опять же, с тенями можно поиграть. Тут такое, под вопросом. или подобная сущность, которая расстраивала их детей. Темная призрачная масса. Это что угодно, но точно не человек. Но странно. Девушка по имени Лора записала жуткое происшествие в заброшенном железнодорожном туннеле в Хустеле, Германия. Тоннель был построен в 1890 году и широко использовался немецкими войсками во время Второй мировой. Итак, во время исследования заброшенного железнодорожного туннеля Лора записывает на свой телефон, возможно, один из самых странных клипов, которые я когда-либо видел. Смотрите. Never, never let you go. Блин, я что-то напрягаюсь, хорош, а? Страшилками здесь своими. Она одна пошла с фонариком в туннель заброшенный? Что-то бледное и тонкое. Но я верю в то, что был провал в железнодорожных путях. Сделали реакция мне непонятна девки. Крики, визги, вопли были даже у взрослого мужика 100%. Это железно. Еще это, во-первых, дыхание бы сразу бы вообще бы, конец бы ему пришел. Ну, человек, хотя есть кто реагирует вообще молча. Они в такую кому впадают, что они даже слова сказать не могут. Спорно. Если все-таки больше от скептика плясать, скорее всего, какая-нибудь телка переоделась, присыпала, все красиво обыграли, а-ля как в фильмах, да, и встал. Вот этот вот неизвестный объект. Но я никогда не исключаю вот этот маленький, вот этот 1%, который процента, то, что это все реально. Я бы очень не хотел об этом думать, но если это все реально, ну, мой бы мотор встал сразу там же. Можно увидеть поднимающийся из рельс прямо перед Лорой. Это похоже. Ну, здесь сразу, здесь я говорю, ты просто вот спокойненько идешь, да, спокойненько. У тебя ремешочек-то он трехточечный, да, ну, трехточка. И он у тебя, знаешь, болтается. Ты идешь, ничего не предвещает беды, просто вот так вот снимаешь, да. А ручечка там тоже, да, где цевьюшечка, да, там вот так ручечка, да. И ты как бы, ну, вот такой идешь, ничего не предвещает беды. Типа такой ля-ля-ля-ля-ля-ля, да. Он у тебя же складной, вот. И вот, знаешь, вот так вот, ты как бы вот так вот идешь, да, вот раз, вот эта рученька, она пошла. на тонкую вот руку. она вот пошла рученька, да, потихонечку. А у тебя уже, знаешь, на автомате, ты же, ну, в тир не просто так ходишь, да. Совет-то, папки-то смотришь, да. И ты вот так вот, знаешь, что это вот рученьку, там одна кнопочка такая, чик нахер. Она такая, чик. И вот так вот, знаешь, вот так вот левой рученькой вот так вот раз под низ, да, берешь. Зачем тебе, как говорится, фонарик, который у тебя в руках или на камере, когда у тебя там тактический?
И ты просто вот так раз, и вот так вот его, оп, вот так вот приподнял, и вот этот вот пока вот так вот ты отстегивал, пальчик туда занес, ты раз вниз нажал. Да, понял, да? Вот это вот так вот чик, вниз пальчик. А мизинчик у тебя вот так вот, можно даже два вот так. Оба! И все. И вот пока вот эта вот байда распрямляется, а уже первые летят. Да, птицы счастья завтрашнего дня, да. Первые уже полетели, маслыри. Да, и все хорошо. Да, а дальше, так как у тебя на автомате, раз один пристегнул, второй один отстегнул, второй пристегнул. И даже пулеметных дел мастер, да. Зато все, тишина, спокойствие, в туннеле больше никого, да. Он как был заброшенным, в принципе, так и остался, да. А нехер пугать в темноте, да, я такой. Лора бросает на это взгляд и убегает. Смотря этот клип снова и снова, я так до конца и не понял, что это такое было. А это... В следующем видео Зомби-чес жуткие немцы. кадры с камеры видеонаблюдения, снятые в маленькой церкви в сельской Ага. местности. Так. Мы можем видеть игровую комнату церковной молодежной группы, Игровая комната. когда происходит что-то, что никто в церкви не может этого объяснить. Бильярд в церкви. Очень хочется пошутить. Как мне сдержаться? Скажите вот мне. Понятно, что это за бугром. Очень хочу пошутить. Да. Очень хочется пошутить. Ну ладно, я не такой. Но очень хочется. А что там делают дети вокруг бильярдного стола в церкви? Watch, John. Watch. It hurts so bad. Nobody listens to me. There's ghosts in here. Nobody listens to me. Watch He's about to go crazy and break. Тот неловкий момент, когда очень много вопросов и очень мало ответов. Что происходит? Я еще раз спрашиваю, что в церкви делает бильярд, кий и дети? И истеричка за кадром. Кий для бильярда на полу церковной игровой комнаты качается, трясется и вибрирует сам по себе, прежде чем просто сломаться пополам. Ну, странно. Дети в комнате были настолько заняты, Знаете, где Я вообще перестаю что-либо понимать, что происходит. Что это такое? Меня знаете, где здесь прокол? Как он сломался? по себе, прежде чем просто сломаться пополам. Дети в комнате были Он очень странно сломался. Он сломался не об угол вот этой ножки, а он здесь сломался. Очень похоже на шляпу. настолько заняты, что даже не заметили Я еще раз спрашиваю, что происходит? Кто-нибудь мне даст в разумный католическая церковь просто? Прекрати. Не надо. Не надо. Не надо, говорю. Тихо. Вот, что происходит? Еще раз. Что такое? Что это? столь странного происшествия. Но после события церковные чиновники обнаружили сломанный кий на полу и просмотрели записи, дабы выяснить, кто это сделал. Их шок и недоумение не знают границ. Оттуда смс-ка. Потому что не надо ставить бильярдки, теннисные столы в Обычный церкви. пятничный Сумасшедший. день. Папа с сыном останавливаются на Папа с заправочной сыном. станции и внезапно замечают что-то очень И внезапно странное папа внутри захотел заправить. припаркованного и пустого школьного автобуса через дорогу. This bus. You about to go walk up to this bus? Look at that. Look at them children playing. Look at Так, сейчас я пойму, как солнце светит. Солнце светит Светит в правый глаз. оттуда, вот оттуда, сюда. Вот направление солнца вот сюда, потому что вот от машины идет. Ответ очень простой. За автобусом просто по кругу ходят люди. Зачем-то. Let's go investigate. А наше счастье постоянно жуй кокосы. Ладно. An empty bus.
empty bus. В лобовом Странные жуткие тени детей можно увидеть в этом школьном автобусе, хотя транспорт совершенно Они пропадают очень стрёмно. Не-не-не, это я говорю, там кто-то за автобусом чухается. пустой. Автор говорит, что он подошел к автобусу и обошел по кругу, но не увидел никого и ничего, что могло бы объяснить странные тени. На сегодняшний день это видео остается неразгаданным. Данное видео было снято в штате Вирджиния, возле места, где проходили по истории кровавые сражения гражданской войны в США. Парень по имени Майкл снимает своего друга Джейка, как тот демонстрирует свои умения, когда захватывают на камеру что-то, чего они просто не ожидали. Yep. Два друга в глухой ночи. Ладно, хорошо, хорошо. Oh, now my socks are like wet because of the ground. You. Look at that. Yeah. Yeah. Для чего он разулся? Вы это видели? Посмотрите за спину Джейка. Загадочная фигура, одетая как солдат гражданской войны и вооружен длинным старинным мушкетом. Жуткое привидение молча идет через поле прямо за ними, но парни это увидели только Да он прошел, он охерел сам. Он говорит, как хорошо, что я в том времени родился и остался. У вас идиотов не видеть. на записи. На скалистых утесах на берегу Не океана знаю, очень было странно. снято очень необычное видео. Само видео начинается с показа живописного вида на океан, но, по-видимому, человека, записывающего видео, поразил не только океан, но и что-то еще, на что не сразу обращаешь внимание. Русалка. В этом месте умерла очень много людей, именно от прыжка с утеса. Николь, девушка, которая записывает эти виды. Смотрите. Rewatching this video I took of the ocean, and I just now realized I captured a А, это эти прыгают, которые, как его, с большой высоты прыгают в воду, ну типа экстремалы. voice. Или просто дебилы. Clearly, it's not my voice. Голос чистый как день, слышимый на камеру. Девушка была одна. Еще более странно то, что голос звучит статично и даже агрессивно, как будто голос пирата. Мог ли быть это внетелесный голос? Ты мне втираешь какую-то дичь. По-моему, нет? Русалка, да, русалка. Вот с такими, говорит, глазами. Вот так вот пришла и говорит, здравствуйте, подпишитесь, пожалуйста, на канал и поставьте лайк. А то я больше эту смотреть не буду, да. Но на самом деле пару моментов такие были. Под вопрос. Так что, всем спасибо.